Висячие сады Семирамиды считаются одним из 7 чудес света. Кто такая Семирамида и почему ее именем было названо это инженерное чудо древности? Эти уникальные сады упоминаются как многоуровневый оазис зелени с фонтанами и каскадами, построенный в Вавилоне на территории современного Ирака. Террасы поддерживались колоннами, были покрыты деревьями, цветами и лианами и создавали иллюзию висячего сада. Вода поступала из реки Ефрат с помощью сложной системы водоподъема, обеспечивая растения влагой даже в самую сильную жару. Это место выглядело как настоящий оазис среди пустыни. Сады связывали с именем царицы Семирамиды, потому что, согласно преданию, именно для нее было возведено знаменитое чудо света. Эти сады, предположительно, были созданы для ее удовольствия. История о Семирамиде полна мифов, легенд и загадок. Ее образ воплощает силу, красоту и амбиции женщины, сумевшей достичь вершины власти в патриархальном мире Древнего Востока. Достижение, которое само по себе можно считать исключительным феноменом. Согласно древним мифам, Семирамида была рождена от союза богини Деркето и обычного человека. Судьба младенца сложилась необычным образом. Легенда гласит, что по воле богини девочка оказалась в пустыне. Но природа позаботилась о ней. Голуби окружили младенца своими крыльями, оберегая и согревая. Эти птицы выкармливали ее молоком и медом, пока пастух не нашел ее и не воспитал как свою дочь. Она получила имя Семирамис, что в переводе с древнесемитского означает «голубка». Когда Семирамида выросла, ее красота и ум стали легендарными. Она вышла замуж за офицера армии Ассирии по имени Онис. Он настолько страстно любил свою супругу, что не хотел с ней расставаться даже на один день, и брал ее во все военные походы, где хитрая девушка выдавала себя за юношу. Она одевала просторные шаровары и перчатки, чтобы спрятать свои тонкие и белоснежные кисти рук. Ее остроумие и мудрость помогли Онису одержать победу в сложной военной кампании. И ее талант заметил ассирийский царь Нин, правивший в то время. Проницательный царь во время одного из походов обратил внимание на странности в облике молодого воина. Он заподозрил, что под просторными шароварами скрывается вовсе не мужчина, и приказал Семирамиде немедленно сбросить с себя покрывало. Ей не оставалось ничего иного, как повиноваться и открыть лицо. По легенде, царь Нин был настолько очарован Семирамидой, что захотел взять ее в жены. Узнав об этом, Онис был настолько потрясен, что его сердце не выдержало. Впоследствии Семирамида стала спутницей царя Ассирии. Когда Нин взял Семирамиду в жены, он был охвачен истинным счастьем. Ее красота и ум покорили сердце царя. Чтобы выразить свою любовь, он осыпал ее драгоценностями, от великолепных ожерелий из изумрудов до роскошных рубиновых браслетов. Нин хотел подарить ей весь мир,
Однако в сердце Семирамиды по-прежнему горело чувство к ее первому мужу, Онису, чья жизнь трагически оборвалась. Даже рождение сына, которого назвали Нинием в честь отца, не смогло изменить ситуацию. Семирамида оставалась холодной и отстраненной. Царь, измученный ее равнодушием, однажды обратился к ней с мольбой: «Скажи, что я могу сделать, чтобы заслужить твою любовь?» Семирамида со своей неподражаемой уверенностью и дерзостью ответила: «Отдай мне трон на несколько дней и не вмешивайся в мои дела, чтобы я не задумала». Эта просьба ошеломила Нина, но его любовь была столь велика, что он согласился. Он велел своим придворным принести Семирамиде царские одежды. На ее плечи были возложены роскошные мантии, инкрустированные золотом и драгоценными камнями. Казалось, она наслаждалась каждой секундой своей новой роли. Слуги удивленно наблюдали, как Семирамида приступила к управлению. Ее взгляд был строг, а голос тверд. Она отдавала распоряжения, как будто родилась правительницей. Никто не осмеливался задавать ей вопросов, и все ее приказы мгновенно выполнялись. Поначалу они казались безобидными. Ее распоряжения не вызывали у придворных никаких подозрений. Однако на самом деле Семирамида наблюдала за поведением своих подданных, изучая, кто из них предан ей, а кто может быть опасен. Она проверяла, насколько далеко простирается их готовность повиноваться. Когда Семирамида убедилась, что слуги целиком и полностью преданы ей и готовы выполнять любые ее распоряжения, она без тени сомнений приняла решение отстранить царя Нина от власти. Никто из придворных не посмел возразить. Никто в Ассирии не ожидал такого поворота. Вскоре приказ был приведен в исполнение, и доверчивый правитель, ставший заложником собственной любви, утратил власть. Так Семирамида взошла на трон Ассирии, став единоличной правительницей Великой империи. После ухода Нина из жизни Семирамида проявила себя как умелая и амбициозная правительница. Ее правление стало периодом интенсивного расширения границ Ассирийской империи. Она организовала многочисленные военные походы и одержала победы над сильными противниками. Семирамида даже предприняла кампанию в земли Мидии, стремясь подчинить их своему влиянию, и достигла значительных успехов, что укрепило власть Ассирии в регионе. Не останавливаясь на этом, Семирамида повела свои войска на юг, покоряя Египет и Эфиопию. Легенды рассказывают, что ее армии достигли даже Индии, где она, однако, столкнулась с сильным сопротивлением и потерпела поражение. Тем не менее, она сумела завоевать уважение и оставить след в истории этой земли. Ее военная стратегия и способность вести за собой солдат сделали ее одной из величайших завоевательниц древнего мира. Семирамиде приписывается строительство Вавилона, крупнейшего города Древней Азии. Легенды гласят, что именно она стояла за созданием грандиозных укреплений, дворцов и храмов, которые поражали воображение современников. Вавилон стал символом силы и процветания. Его архитектурные достижения были неповторимы.
Висячие сады, окруженные легендами, стали олицетворением ее амбиций и стремления к созданию вечной красоты. Несмотря на ее достижения, судьба Семирамиды была трагичной. Ее собственный сын Нини восстал против матери, устав от ее долгого и авторитарного правления. Семирамида, почувствовав угрозу, попыталась подавить восстание, но силы ее армии ослабли, а верные союзники стали предавать ее. Легенда гласит, что в решающей битве Нини одержал победу, захватив трон и вынудив мать отречься от власти. После отречения Семирамида, по легенде, исчезла. Одни утверждают, что она была заточена в одном из дворцов, другие, что она добровольно удалилась в изгнание. Есть также миф, что в конце своей жизни она превратилась в голубку и улетела к богам, вернувшись к своим небесным истокам. Этот символический образ подчеркивает ее божественное происхождение и связь с легендами древнего мира. К 606 году до нашей эры Ассирийская империя, некогда могущественная и непобедимая, перестала существовать. Остатки ассирийского наследия были стерты временем, а некогда великая цивилизация ушла в историю, оставив после себя лишь легенды и археологические находки. Историки связывают легендарную Семирамиду с реальной исторической фигурой – царицей Шамурамат, которая жила в IX веке до нашей эры. Она была женой ассирийского царя Шамши-Адада V и после его смерти стала регентом при своем несовершеннолетнем сыне Адад-Нинари III. На протяжении нескольких лет Шамурамат фактически управляла Ассирийской империей, явление редкое до того времени, когда женщины почти не допускались к власти. Ее правление оставило глубокий след в истории, а легенды о ее могуществе начали складываться после ее смерти. Греческие авторы, такие как Диодор Сицилийский, превратили историческую Шамурамат в легендарную Семирамиду, мудрую и сильную правительницу, которой приписывали создание Вавилона, висячих садов и грандиозных укреплений. Шамурамат стала одной из немногих женщин, которым удалось достичь высших ступеней власти в Ассирии. Ее исключительное положение вдохновило на создание множества мифов и легенд, подчеркивающих ее уникальность и влияние. Описание висячих садов Семирамиды основано исключительно на текстах античных авторов. Археологических доказательств их существования до сих пор не найдено, что порождает споры среди исследователей. Одни считают, что сады могли быть мифом или литературным образом, другие предполагают, что античные авторы могли спутать их с террасными садами в других регионах. Тем не менее, именно с именем Семирамиды связывают висячие сады. Со временем ее образ превратился в легенду, вдохновляющую поколение. Ее имя стало неотъемлемой частью истории, а сами сады – символом человеческой изобретательности и стремления к созданию красоты. Семирамида остается не просто исторической фигурой, но и культурным символом, который вдохновляет на протяжении тысячелетий. Ее образ нашел отражение в искусстве, литературе и музыке. В изобразительном искусстве ее можно увидеть в картине Эжена де Лакруа «Семирамида получает весть о восстании в Вавилоне». В литературе она фигурирует в трагедии Вольтера «Семирамида», которая вдохновила Джоаккино Россини
на создание одноименной оперы, впервые исполненной в 1823 году. Ее имя упоминается даже в божественной комедии Данте, где она представлена как великая царица древности. Загадка висячих садов Семирамиды остается одной из самых интригующих тайн древнего мира. Возможно, эти сады всего лишь миф, созданный для прославления величия Вавилона. Однако сила этой легенды, превратившей сады в символ человеческой мечты и изобретательности, остается неоспоримой. Кто знает, возможно, новые открытия помогут разгадать тайну этого чуда света.